Здравствуй, это Сахар, и божечки, не было обновления. Знаете сколько? Полгода или даже почти год не было обновления. И тут нам его, конечно, дали. Да, конечно, время пролетело, и было его достаточно, но получили мы в итоге все равно не такое уж и большое обновление. Ну, то есть как? Фактически у нас очень много историй, картинок, вырезок из журналов, но всяких спуки моментов и загадок нет. И я думала, что будет вау, и сюжетка да как пойдет, но в итоге что получили, то получили. Некоторые из вас грустили, что я слишком уважаю актеров озвучки и пишу субтитры, а не озвучиваю их сама. В этот раз я вместе с Медвежонком будем читать по ролям и петь. Да, это было самое сложное. Вы же в курсе, что Уолли и Фрэнка озвучивают один и тот же человек. Все это время я день и ночь пыталась зарифмовать что-нибудь, услышать песню, разобрать. Ну, в общем, как получилось, так получилось. Ладушки? Я очень старалась. Все-таки я была так взволнована. Что же мы получили за наше долгое ожидание? Ужасные новости для тебя, сосед. Все здесь в проекте восстановления Welcome Home движутся вперед как никогда. Признаюсь, у нас была холодная пора, когда возможности для получения дополнительной информации о шоу полностью остановилась. Однако, мы только что получили множество товаров, которые нас приятно захватили, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ими с вами, как только они станут правильно читаемыми. Мы также рады представить вам предварительный обзор нашего ассортимента. Это часть, которая, похоже, является серией книг и пластинок под игрушечным брендом Marla. В нашей новой поставке есть и другие подобные предметы, запакованные в скотч и пропитанные каким-то веществом, как и многие другие несохранившиеся книги, которые мы получали ранее. Это раздражает видеть их в таком состоянии, но мы знаем, что именно для этого мы здесь. Это наша цель. Пожалуйста, посетите нашу страницу с товарами, чтобы услышать это сами. С таким количеством информации можно задаваться вопросом, как мы планируем все это организовать? Мы считаем, что самым важным аспектом Welcome Home являются жители этого яркого района. Благодаря нашей последней находке мы решили организовать эти находки по каждому из соседей. В конце концов, каждый сосед важен. И мы хотим, чтобы наши любимые марионетки сияли так же ярко, как и много лет назад. Музыкальный монстр кажется идеальным началом. Держите глазки открытыми и желаю вам счастливого Хэллоуина! Не забудьте помахать там внизу. Что ж, это мило. Давайте тогда сразу заглянем на райончик к нашим соседам. Что-то действительно поменялось, и они начали готовиться к Новому году. Домик Барнаби разукрашен. У Хауди 100% скидки в честь наступающего праздника. Сарайчик Поппи укутался в одеялко. Салли ждет не дождется приезда Санты. А что там у дома там подтекает? Я заглянула в код страницы, и, в принципе, там ничего такого уж страшного. Они всего лишь напросто чуть-чуть подтерли дорожку к дому, а так все внутри остается так же. Страница Welcome Home такая же, немножко подгнившая, пожухлая, но действительно есть новые восстановившиеся товары. Кстати, не забудьте заглянуть на страницу со стикерами, ведь они опять поменялись. Что же по находкам? Из дополнений там в основном открыточки к Новому году. Мы остановимся на потаенном сайте таинственного работника, про которого я рассказывала в прошлый раз, ведь он на своей страничке показывает все то, что от нас скрывают на официальном сайте. И после того, как мы с вами напугаемся, мы пойдем петь песенки. Согл? Класс! Lucky Lou Storyteller Collection. Это серия сборников рассказов и записей, изданных под брендом Marla и, соответственно, Marla Records в сотрудничестве с Playfellow Workshop. Хотя нет подтверждающего количества книг в серии, а также указаний на то, сколько их существует, в моем распоряжении есть, по крайней мере, 9 книг. Внутри сборника рассказов есть слоган для читателей. Познайте совершенно новую точку зрения с Lucky Lou бренда Marla. Автор и иллюстратор не были найдены. Пластинка была поцарапана и покрыта лентой, когда ее обнаружили. Но, что удивительно, ее не было слишком трудно воспроизвести. Однако аудио не полностью отражает текст книги, так как большие полосы разговора отсутствуют в печати. Страницы были размещены там, где, как я думал, они могли бы соответствовать аудио,
но мало что еще можно сделать. Это содержание странное, и у меня нет объяснения, поэтому оно будет размещено здесь, пока не будет обнаружено больше. На сайте нам предлагают послушать сказку. И так как это официальный сайт от реставраторов, конечно же, спуки-контент от нас упрятали. И сказали: ой, а тут запись прерывается, утеряна. Ну, сори. И просто дали нам послушать тишину. Давайте я кратенько расскажу вам, о чем была сказка. Нас, как всегда, встречает рассказчик и знакомит с книгой. У меня в детстве были такие же. Вставляешь кассету и берешь в руки книгу. Тебе будут читать сказку, а когда придет время перелистнуть страницу, вы услышите специальный сигнал. Такой вот интерактивчик. Здесь нам расскажут о приключении наших соседей. Они решают поставить спектакль, и главный режиссер, конечно же, наша звездочка Салли. Ее выбор падает на мрачную пьесу по мотивам «Сердце-обличитель» Эдгара По. И она мечтает о захватывающем представлении. И хоть Дом очень сильно хотел играть главную роль и даже выучил текст, Салли вместо него выбрала Поппи. Классика. Однако Поппи, как мы знаем, нервная птичка и оказывается не готова к таким жутким сценариям и изо всех сил старается избежать участия в постановке. Салли расстраивается, но соседи объясняют ей, что Поппи просто трусиха. Тогда наша режиссерка чувствует вину за то, что не поняла это сразу и пыталась ее заставить участвовать в том, что так сильно пугает ее подружку. Чтобы ей помочь, друзья принимают гениальнейшее решение – замуровать Поппи в ее же доме заживо. Причина? Ну, а вдруг она выглянет в окошко и увидит нашу сценку? Она помрет от страха. Так пусть тогда она вообще ничего не видит. Жутко, не правда ли? А знаете, что еще жутко? Какую сценку Салли хотела поставить? «Сердце-обличитель» Эдгара Аллана По. Это произведение рассказывает историю человека, который, охваченный безумно навязчивой идеей, совершает убийство и прячет тело под половицами в своем доме. Но его охватывает мучительное чувство вины, и он начинает слышать стук сердца своей жертвы, становящийся все громче и невыносимее, пока он в конце концов не сознается в своем преступлении. И вот, когда вы это знаете, давайте послушаем продолжение пластинки. Какое облегчение! Я не уверена, что смогла бы выдержать еще одно представление. Кто знает, что оно заставило бы меня сделать в этот раз. Все, что мне нужно, это спокойствие. О, и мой. Где мой фонарь? А, вот ты где, красота моя. Позволь мне зажечь тебя. Все, что мне нужно. Мои швейные иглы, мой фонарь и мое спокойствие. Открыто. Дверь открыта. Что тебе нужно? Дверь открыта. Что тебе нужно?
Осторожно! Открой дверь! Откройте дверь! Ты в порядке? Я не могу выбраться. Я выбралась? Где? Ты выбралась? Дверь открыта. Почему ты не открыла дверь? Дверь? Дверь. Да, дверь. Я могла бы уйти. И вот теперь думайте, Поппи убийца или просто паникерша и так сильно боится темноты? И тогда почему она не могла открыть дверь? Или страх так сильно охватывает Поппи, что она не может открыть дверь и чувствует себя взаперти, пока кто-то снаружи не откроет дверь и не поможет ей? Также наш дружище добавил вот эту запись. Некоторые из первых внутренних вмешательств, которые я испытал на старом сайте, состояли из дополнительных изображений в гостевой книге. И я не помнил, чтобы эти изменения были реализованы, когда гостевая книга была еще открыта для публики. И тем не менее они продолжали появляться по мере того, как мы получали больше подписей. А сам сайт набирал больше оборотов. Изучив сами файлы, я обнаружил, что тот, кто оставлял эти изображения, также взаимодействовал с посетителями напрямую через скрытый текст. Ниже приведена коллекция того, что я смог найти спрятанным в этих рисунках. Что бы то ни было на этих страницах, даже не стоит думать о том, что кто-то взломал мой аккаунт. Тем не менее, кто-то, кого я не знал, действовал так, как будто бы он представлял меня, и я не мог не чувствовать тошноту в животе. Что еще происходило, когда я это не видел? В лучшем случае, это кто-то играет в глупые игры с моим упорным трудом. В худшем, это тот, кто продолжает присылать мне информацию и материалы. Кто еще мог оставлять сообщения так рано, до того, как на меня обратили внимание столько людей? В любом случае, я уверен, что вычислил их из этого нового пространства. К сожалению, эти выходки не ограничивались только страницей гостевой книги. Я собираю их сейчас вместе с моей реставрационной работой. Если вы не поняли, то этот парниша говорит про рисуночки Волли, предположительно Волли. И после этого гостевую книжку нам закрыли. Вы уже чувствуете, какое время пришло? Правильно! Это время песенок. Ведь на сайте, кроме сказок, рассказов и виниловых пластинок, есть песенки, которые я для вас перевела, и мы их спели. Все эти песни дышат духом осени и наступлением праздников. Так давайте же вместе послушаем сценку всех соседей. Прям с крыши дома, ой-ой-ой, Барнаби катился гурьбой. Один Санта-Клаус съел блоху. Я не хотел быть больше наверху. Воу-воу, я Джули не нашел. Она там звезда всего шоу. На крыше дома, ой, нет, не будет осторожной, упадет прям снег. Эдди, не волнуйся, я Санта-Клаус, легко и ловко на лапы приземляюсь. Из-за тебя от страха взмок, будешь продолжать, то сломаешь рог. Воу-воу-воу, смотри, как кружусь, гляди, как танцует, я так и держусь. С крыши дома вниз полетит, рогом прям снег и угодит. Ах, боже мой. Что вы все делаете? Мистер Фрэнкли, слава богу, вы здесь. Я верно потерял контроль над ситуацией. Ты потерял контроль? Разве ты не видишь, что мы в самом разгаре подготовки к моему домашнему спектаклю? Джули, мой Санта-Клаус, а дом — ее верный северный олень. Вы все делаете, что хотите, а я тут устрою себе спячку в виде снеговика. Ага, и мы поем песни, Фрэнк. Что у вас происходит тут? Франклин, спокойно, без лишних смут. Здесь безопасно, сам посмотри.
Джули танцует, ей хоть бы хны. Оу-хоу-хоу, всё для моего шоу. Оу-хоу-хоу, да кто бы не пошел. Я бы не пошел, это не по мне. Пойду выпью кофе наедине. Оу-хоу-хоу, ты хочешь уйти? Оу-хоу-хоу, смотри, не упади. Прям с крыши дома? Нет, нет, нет! Ах. Вот токануло мое шоу в обед. Значит, наш Фрэнк теперь снегует. А я предупреждал. Выкусил? Моя рога лучше, чем когда-либо. Так что же это был за треск тогда? Это был я, мистер Дир. Это был я. Джульетта, я упала с небес, а ты с крыши. Давай, пойдем, нам нужно делать шоу. Следом у нас идет тяжелая песня Фрэнка. Возможно, я до сих пор, кстати, не поняла мелодию абсолютно. Но что поделать? Давайте вместе послушаем, как же он прощается со всеми насекомыми. Как солнце низко, холод тьма, лишь снег и ветер, вот зима. Пора жукам всем страну снов. Кому-то стало грустно, но я был готов. И хоть увидеть вас я больше не смогу, но расстаться с вами боюсь к лучшему. Настало время для всех отдохнуть, ведь это ваш членистоногих путь. Проверю я напоследок все вокруг. Для вас комфортный в куколке уют. Удобней зарываетесь вы в грязь. В порядке я, спите, не боясь. Дни приближают праздники, в саду цветы уж темно-красные. Я подготовлю сад сохранный, где поцелую нежно тараканов. Время пришло, в сотах пчелам так лежать тепло, и пусть за вами проследится добрый гном. В корнях от стужи вас укроет он, а ты под камнем спи, укрывшись мхом. А у меня есть свой дом. Мои чувства не важны, тебе пора уйти. Расставлю сам точки над «и», мне жаль, но нам не по пути. К счастью, ваша сентиментальность незнакома мне. Мне нравится моя обыденность, где остался только я. И последняя песенка, которая будет с Волли. Да, он тоже подготовил нам песенку. Готовьте платочки, если хотите плакать о том, какие вы старые. Край и крошек, где для всех деток место, там покажет каждый
точно счастье обретешь. Радость детства, тайна страны игрушек, перейдешь границы, сможешь вернуться назад, как подрастешь, малыш, и станешь стар, как я. Смеясь, поймешь, что годы, друзья, стремительно летят у всех, стремительно летят. Радость детства, тайна страны игрушек, лишь перейдешь границу, не вернешься уже туда. И что же вас ждет в следующий раз? Я уже перевела вам все остальные сказки и рассказики, где перевела и написала вам субтитры, сохранив историю, все глупые каламбуры Барнаби и важные для дополнительных историй сюжетик. Жалко, конечно, что нам не удалось поиграть в этот раз на сайте. И очень жаль, конечно, что Эдди вообще не дают реплик. Но вы это проверите сами в следующий раз.